Привет, друзья! Наконец-таки я смонтировал третью ночь. Для тех, кто не в курсе, кто не смотрел мое предыдущее видео, оно называлось «Три ночи в доме с привидениями». Поясняю, не так давно мой подписчик прислал мне видео, где он столкнулся с паранормальным у себя дома в деревне. Не понимаю, что там, блядь, кто-то? Кто ты? Что тебе надо? Предложил мне тоже посетить его, поснимать там. Мне оказалось не так далеко, и я с радостью согласился туда приехать. Итак, друзья, сейчас с подписчиком в машине. Проведя в этом доме первую ночь, мне удалось зафиксировать падение тарелки со стола и стуки в окно. Но я сомневался, что это все может быть мистикой. Снимала камера, у нее маленький монитор. Вот, я не мог увидеть с точностью, как упала тарелка. Я видел, да, что она вылетела. Но как точно это произошло, мне было не увидеть. Так же самое насчет стуков. Я думал, что могли просто подшутить какие-нибудь соседи. Начнем со стука. Не знаю, что это могло быть. Как бы к мистике я пока боюсь это отнести. Вот, может подшутить, увидели, может тут камеры. Как-нибудь. Хотя у меня окна завешены. Насчет тарелки достаточно плохо видно, маленький экран, маленький монитор. Но когда на вторую ночь начали летать стулья, все сомнения уже просто пропали. Вот, хочу сказать спасибо, что вы еще заметили днем, когда я сидел, снимал себя, рассказывал, что буду оставаться на третью ночь. Вы увидели сзади стул, как двигается. Я этого даже не видел на монтаже. Можно отрицать, что это было что-то другое и не паранормальное. После сейчас уже дома на монтаже я увидел, как дергался шкаф, открывалась, закрывалась дверца. В этот момент тогда я не видел, я как бы через сон слышал это, но видеть глазами не видел. Когда оставался на третью ночь, даже не подозревал, что это все так и что это все происходило. Некоторые моменты я просто не вижу, а слышу. Это вы увидите уже готовый материал, готовое видео, где показано со всех камер. Я временами это не вижу, а бывает даже и не слышу то, что происходит. Поэтому могу просто не так оценивать ситуацию, не представлять, насколько это все может быть страшно, как серьезно и чем это все может закончиться. У меня в планах остаться еще на одну ночь, попробовать пофиксировать. В общем, друзья, сегодня план действий такой. Спать я пока не собираюсь, хоть уже полночь, хоть очень устал, но, блин, в этих условиях спать как бы не очень приятно, я бы сказал. И, во-вторых, хочется заснять. Если вдруг сегодня что-то будет паранормальное, какая-нибудь активность, то я думаю именно взять полароид и пойти фотографировать. Камеры у меня уже установлены, как прошлой ночью. Мне остается только ждать, но судя по моему опыту, вот, и учитывая обстоятельства, то, что первый день паранормальная активность была слабой, второй день она была гораздо сильнее, сегодня она будет либо еще сильнее, либо будет отсутствовать вообще.
Ничего не видно. Здесь есть кто-нибудь? Не вижу ничего. Ай! Фу. Это свечение сейчас от полароида. Я подумал, что это что-то летает тут. Кто здесь? Только что закончился. Ничего.
лампочкой. Посмотрел все фотографии. Вот. Пока мне ничего не обнаружить, возможно, дома сфотографирую, увеличу свет. Может быть, что-нибудь будет и видно, но сейчас нет ничего. Холодом повеяло. Фонарик полностью погас. Состояние просто ужасное. Просто все уже кажется везде. Честно сказать, я не знаю, получится ли мне поспать. Ну, я знаю, что надо попробовать пока тихо, хотя бы немного вздремнуть, потому что понимаешь, что начинаешь просто
сходить с ума. Ну, почему? Походу может припадок напряжения сейчас. Так, это, возможно, сейчас сработало из-за перепада напряжения. Может быть, включилось. Я не знаю, что в этом деревенском доме. Как с напряжением. Вот так, когда свет был включен, вроде нормально все было. Что я не понял сейчас. Не знаю, может, приснилось? Я сейчас через сон слышал. Работающий приемник. Как будто бы радио. Кажется, уже расцветает. В общем, друзья, такой была эта затянувшаяся ночевка. Я потратил 3 ночи на эту съемку. Безусловно, это страшное место. Здесь определенно что-то есть. Надо еще посмотреть фотографии тоже. Но это все уже дома. Сейчас я собираюсь и еду домой, потому что больше я здесь сдержаться не могу.
после того, как я пришел в себя, побыв в этом доме 3 суток, я пересмотрел все камеры и увидел столько жуткого, которое творилось вокруг меня, что даже не очень приятно вспоминать. Что обитает в этом доме призрак, полтергейст, я сказать не могу. Но что это место поистине аномальное, это 100%. Я не хочу обсуждать моменты, которые вы сами видели. Просто хочется именно рассказать свои мысли и то, что меня поразило в этом доме, а именно игра энергией. Отказывает Polaroid. Очень часто в коридорах. Отказывают 2 камеры, которые были заряжены полностью, как и та, которая стояла в доме. Возможно, они стояли в коридоре и замерзли, но предыдущие ночи такого не было. Они все равномерно работали. В этот же раз 2 камеры, которые стояли в коридоре, у них кончился заряд. Также в коридоре мерцает свет. Включается магнитофон, как с электричеством, вторгнутым в розетку, так и без электричества. Гаснет свет, выбивают пробки. Идет просто какая-то аномальщина. И как это объяснить, я не знаю. Что это что-то потустороннее, это точно мистическое. Некоторые могут сказать, что это привидение, дух или полтергейст, который питается энергией. Но в принципе электричество там есть. Дом с электричеством. Возможно и поэтому, да, кстати. Возможно и поэтому, что он может включить магнитофон, потратить какую-то энергию на это. В общем, я буду ждать ваших комментариев. Что вы думаете, какие ваши мысли? Кто это может быть? Просто аномальное место какое-то? Или все-таки это полтергейст, который расшвыривает стулья, тарелки кидает? Или дух? Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. На этом все. Всем пока.